Дорогие друзья, с вами снова Mosque Insider, и мы начинаем наш следующий выпуск за апрель 2026 года. И этот выпуск будет посвящен, по большей мере, профессиональному вайб-кодингу. Так долго вы этого ждали. Этот выпуск специально для вас, мои любимые технари. Люди, которые только начинают свой бизнес, либо модернизируют бизнес и не могут понять, куда нужно вкладывать деньги, где разница между обычным вайб-кодингом и профессиональным, где у нас реально прибыль, а где у нас обман и ложь. Сегодня мы это с вами очень глубоко разберем. Поехали! Большинство компаний теряют свой бизнес. Они еще не успели кого-то нанять, создать свой бизнес-план. Их бизнес уже занят. Почему это происходит? Потому что разница в том, как люди делают свой бизнес, как SEO принимают решения. Пока вы хотите нанимать какой-то определенный штат людей, другие уже запускают свои продукты. Сегодня это скорость, бизнес — это скорость, особенно в IT. И как оказалось, программисты, компании, которые занимаются IT-разработками, у которых раздут огромный штат, теряют своих клиентов, они теряют рынок. Потому что когда они начинают только думать о своем продукте, конкурент уже запускает свой уникальный продукт, свою новую бизнес-линию. Разница в том, что весь код уже пишет искусственный интеллект. Рынок анализирует искусственный интеллект. Продукт тестирует искусственный интеллект. Те компании, у которых раздут IT-штат, они только начинают планировать, а искусственный интеллект, команды современные, уже создали этот продукт. Чтобы создать продукт от точки А до точки Б, вам всего лишь нужно 30 дней, а в скором времени, скорее всего, несколько часов. Все это благодаря искусственному интеллекту. И поэтому те люди, которые хотят действительно зарабатывать вместе с искусственным интеллектом, должны абсолютно по-другому посмотреть на эту проблему. Друзья, давайте разберем, как устроен у нас обычный IT-процесс в компаниях. У нас есть бизнес-аналисты, программисты, тестировщики, потом команда мониторинга с девопсами. Все это какой-то огромный раздутый штат. И вот SEO, либо директора компании дают задачу этой команде. Эта команда берет задачу, бизнес-аналитики анализируют конкурентов, пишут технические задачи, отдают это программистам. Программисты делают свою работу, тестировщики тестируют. Это все занимает огромное количество времени. Но в конечном итоге мы получаем так называемый продукт MVP. Отдаем ее команду DevOps, они ее устанавливают, и начинается само тестирование. То есть от точки А до точки Б со всеми встречами, со всеми литрами выпитого кофе, обедами, дискуссиями, спорами, скорее всего, это время будет равно минимум 6 месяцам, иногда 12. В некоторых компаниях это доходит до 2-3 лет. С искусственным интеллектом это все занимает несколько часов. Более того, это стоит в 100 раз дешевле. Уже сегодня вы можете запустить свою IT-компанию дома. Любой человек может сделать крутой IT-продукт вместе с агентами. И это, ребята, совершенно недорого и доступно, самое главное, каждому человеку. Что я хочу сказать? Любой человек, любая компания, маленькая, средняя и большая, могут конкурировать теперь на равных. Все зависит от того, кто управляет вашей архитектурой. Но самое главное, что я хочу вам сказать, когда вы запускаете свой MVP-продукт, скорее всего, кто-то с команды уволится. А как правило, это самый главный программист, который уверял, что его решение самое важное. Оно точно будет работать, и нужно делать все, как он скажет. И вот наступает момент так называемого релиза, и этого человека у нас нет. Опять у нас задержки, опять у нас проблемы. И это не заканчивается. В целом, IT-инфраструктура, которая существует в каждой компании,
Она просто не работоспособна. Она вытягивает из вас деньги и делает это очень успешно. Ребят, как выглядит разработка под искусственный интеллект сегодня? И это некая коробка, назовем ее золотая коробка. В ней присутствуют все различные так называемые джины. Есть джин, который может точно создавать крутое описание вашего продукта, самый лучший дизайн, анализировать всех ваших конкурентов, писать самый лучший код. В том числе он может быстро его деплоить на продакшн, и ваши клиенты могут это все видеть в реальном времени. Он может также таргетироваться под разные группы, и ваше приложение также может эффективно меняться под эти группы. К примеру, кто-то любит легкий, обычный, светлый дизайн, кто-то любит темный, кто-то любит фиолетовый, кто-то любит красный, и все это искусственный интеллект может анализировать и писать в реальном времени. Подобные продукты невозможно создавать с помощью настоящей IT-команды, которая существует сейчас. Живой человек не может с этим просто конкурировать. Поэтому, когда вы создаете теперь новую команду, новую компанию, новый продукт, либо хотите апгрейдиться к ИИ, вы должны начать с самого начала, с самого нуля, дать искусственному интеллекту свободу одного, максимум двух хороших AI-архитекторов, которые будут точно выполнять задачи, которые стоят перед этим бизнесом. Когда у вас уже 5 человек в команде, им сложно договориться, процесс опять начинает затормаживаться, это не то, что вы хотите. Очень легко эти процессы будет потом изменить и перенастроить в искусственном интеллекте. Именно он вам даст лучшую документацию, именно он не уволится, именно он будет работать 24 часа в сутки, потому что он заточен на то, чтобы дать хороший результат, потому что вы так его научили. Пока вы спите, он работает. Он анализирует ваших конкурентов, он анализирует ваших клиентов и выдает лучший продукт. Когда вы просыпаетесь, вы только видите так называемый результат. Дальше будет больше, мы сможем не просто заменить целые IT-отделы, мы сможем заменить целые компании, бизнес-процессы. И это происходит уже сегодня. Это реальность. Это то, что я делаю сегодня вместе со своей компанией. Конечно же, вместе с этим приходит и самое главное – новая экономика разработки. Конечно же, если она становится дешевле, цена на ваши продукты также станут дешевле, потому что будет огромное количество компаний, которые могут, в принципе, скопировать ваш код, либо ваш так называемый процесс. Таким образом, вы, когда выходите на бизнес-рынок, должны четко понимать, что с вами, если вы даже большая крупная компания, теперь могут конкурировать и компании, которые состоят только из одного человека, потому что он смог изобрести этот продукт, дать то value, которое вы давали, как сказать, в огромной крупной компании, где у вас десятки тысяч аналистов, раздутый штат, так далее и тому подобное. Мы теперь живем в новой парадигме, и это не только касается продуктов, которые связаны с IT-департаментом. Это касается всех бизнесов. Мы пришли в точку сингулярности, когда искусственный интеллект не просто заменяет людей, а он это делает в десятки, тысячи, в миллионы раз лучше, чем человек. И это происходит уже сегодня. Ребят, на самом деле я не просто хочу ваше внимание обратить на эту проблему. Я хочу, чтобы вы задумались об этом прямо сейчас. Потому что через 3 месяца, когда будет стоять огромная линия заказов и у моей компании, и у подобных компаний в будущем, мест уже не будет, потому что ограниченное количество сотрудников, которые могут делать подобные продукты. Это очень сложно. И не каждый далеко программист либо архитектор готов на себя взять такую ответственность. Именно сейчас мы об этом и поговорим. Очень много компаний, особенно больших, прибегают к такой системе: outstaff, outsource. Я хочу что-то сделать, найму компанию, отдам ей мои требования, они мне сделают продукт, и дальше я буду работать. Ребят, в современном мире это уже не работает. Помимо того, что вы должны четко понимать, что ваша команда, которая в принципе живет у вас внутри, не в состоянии сделать тот либо иной продукт, и когда вы отдаете продукт этот кому-то извне компании, вы не только отдаете этот продукт, какие-то общие технические задачи, вы должны отдавать так называемые бизнес-секреты, потому что, встраивая искусственный интеллект в структуру бизнеса, в быстрое написание кода, вы не можете от него скрывать абсолютно ничего, потому что вы ничего таким образом не добьетесь.
Искусственный интеллект требует очень четкого описания вашего бизнес-процесса, бизнес-процессов и так далее и тому подобное. Теперь, когда вы отдаете эту разработку другим обычным компаниям, вы должны четко понимать, что ваши секреты могут быть сворованы, украдены. При том, что даже эти аутсорс-компании очень плохо выстраивают свою систему безопасности. Сотрудники увольняются, приходят. Никто никого не верифицирует. Код может утечь абсолютно в любой момент. Ваша задача, когда вы выбираете аутсорс-компанию, которая будет заниматься именно вашим продуктом, это ее безопасность. Компания должна вам четко предоставить все правила, по которым они работают, и взять на себя риски. Моя компания, которая выпускает сейчас продукт Zero Gravity на рынок, это именно тот продукт, который помогает бизнесам создавать так называемые агенты, ROI агентов намного быстрее, лучше, качественней. Я, как публичное лицо, очень сильно отвечаю за то, какого рода продукты выходят под моим брендом, под моим именем. В моей команде работают и будут работать только специалисты самого лучшего уровня. Отбор у нас очень серьезный. Поэтому здесь случайных людей не бывает. Подобных компаний, возможно, только пока одна единственная в мире, кто действительно берет и понимает всю суть проблемы, которая существует во всех компаниях, и в больших, и в маленьких, и в аутстов, и в аутсорс. Все это действительно существует. Поэтому, ребят, обращайте на это сильно внимание. Если вы не хотите потерять бизнес, просто отдав кому-то работу на аутстаф или на аутсорс, лишь потому, что секреты, которые там существуют, могут очень быстро перетечь к вашим конкурентам. Ну и наверняка самый важный вопрос для многих компаний, как больших, маленьких, кто только начинает продукт. Раньше как было? Инвесторы приходили и спрашивали, кто у вас в IT-компании, кто у вас занимается IT-инфраструктурой, кто эти люди. Сейчас спрашивают всего лишь один вопрос. Кто у вас архитектор? Кто будет заниматься вашей архитектурой и вашим продуктом? И так будет на протяжении уже долгого количества времени. Я думаю, сотни, десятки тысяч лет, потому что один человек действительно сможет заменить огромное количество людей. Возможно, не просто целые департаменты, а сотни департаментов в будущем. И операторы, так называемые инженеры, которые работают с информационными технологиями. Поэтому неважно теперь, какой у вас IT-штат, кто у вас находится в этом IT-штате, кто у вас дизайнер. Сейчас важно, кто у вас архитектор. И вот эти люди сейчас на вес золота. Их не хватает нигде. Компании только сейчас поняли, кто им нужны. Основной запрос – пускай кто-то придет и обучит всю мою IT-компанию работать вот в такой парадигме. Кто-то должен прийти и обучить. Ребят, никто вас обучать не будет. Это очень важная и серьезная профессия. Просто обучить человека невозможно. Там должно быть десятки лет опыта работы. Там должно быть хорошее образование и решение очень серьезных кейсов. Обычного человека не обучить. Он не может обучиться новому языку совершенно за 2-3 дня. Это требует огромного количества времени. И вообще профессия архитектор – это золотая уникальная профессия. Таких людей будет немного. Тот объем информации, который он должен обрабатывать, абсолютно несоизмерим с тем, что сейчас делают даже обычные IT-отделы. Это люди, как врачи, люди, которые хирурги, делают сложные операции. Таких людей немного, потому что далеко не каждый человек, далеко не каждый программист может выполнять эту работу. В принципе, забудьте про программистов, забудьте про QA-команды, забудьте про команды бизнес-аналитиков, в целом забудьте про IT-штат. Вам нужны и архитекторы, которые действительно могут встраивать искусственный интеллект во все ваши профессии, во все ваши бизнес-операции, которые существуют в вашей компании. Если у вас такого человека нет, вы можете обратиться сейчас в нашу компанию, и мы можем вам помочь. У нас есть продукты как самые простые, так и самые сложные. Могу точно сказать, что места здесь ограничены. Поэтому спешите, пожалуйста, заказать свое
слот, чтобы мы могли для вас зарезервировать оборудование. И тут даже вопрос не в том, что у нас, возможно, в будущем не будет хватать людей. Само оборудование, на котором это все работает и будет работать, тоже ограничено. Его нужно заказывать заранее. Вы не сможете программировать огромные продукты на обычных LLM-моделях от Google, от Claude и так далее и тому подобное. Вам нужны внутренние сервера. Для enterprise-компаний вы должны создавать свою инфраструктуру внутри, потому что вы будете платить десятки тысяч долларов в день, потому что и стоит дорого. Когда у вас есть своя инфраструктура, вы, в принципе, не ограничены, и вы можете сделать очень и очень много. Уже open-source модели очень хорошо научились программировать код, очень хорошо научились работать автономно. Но самое главное, представьте, вам не нужен интернет, потому что эти модели работают офлайн. Они могут очень хорошо анализировать ваши бизнес-секреты, ваши бизнес-данные, и не быть подключенными к интернету, и ваши данные никуда не утекут. Ребята, скажу как есть. Профессия программиста умерла в том виде, в котором мы ее ранее знали. QA, бизнес-аналисты, проект-менеджеры и десятки других непонятных так называемых профессий, которые родились вот за последние 10 лет, к сожалению, умерли вместе с ней. Программисты, мои дорогие любимые ребята, я с вами работал огромное количество времени. Время переучиваться, время действительно получать новые знания. Если вы действительно в будущем хотите работать и зарабатывать хорошие деньги, сейчас именно тот момент. И не нужно бежать быстрее учиться, как работать с ИИ. В первую очередь научитесь просто работать с инфраструктурами. Научитесь понимать, что такое IT, какие там существуют продукты. Попытайтесь сами эти продукты посоздавать, их огромное количество. Для этого раньше существовали CTO, так называемые CTO. Теперь эти ребята становятся и архитекторами. Они уходят от этой профессии, потому что некому руководить. Никто не захочет руководить штатом сотрудников, которые не могут сделать самый обычный продукт быстрее, чем искусственный интеллект. А это просто физически невозможно. Искусственный интеллект будет лучше делать. С каждым годом он будет становиться все сильнее и более востребованным. И вы не можете просто теперь писать код руками. Именно по этой причине моя компания Мозг выпускает новый продукт на рынок. Я думаю, что мы выйдем в начале следующего года. Этот продукт называется Zero Gravity. Это когда вы можете действительно бесплатно, совершенно бесплатно пользоваться этим продуктом и выпускать своих агентов. Вы можете писать различные бизнес-процессы под различные бизнесы. Сейчас за такого рода деятельность берут компании огромные деньги. Я думаю, что еще пока рановато, потому что он хорош, но он не хорош на том, чтобы полностью заменить его и делать бизнес только с помощью искусственного интеллекта. Zero Gravity — это бесплатный продукт, который будет доступен абсолютно всем. Вы сможете им пользоваться и создавать свои бизнесы. Так как вы помните, наш канал, он создан в благотворительных целях. И это самое-самое важное, что я вам хотел об этом сообщить. Дорогие друзья, пока Zero Gravity находится в разработке, уже сейчас мы берем заказы. Мы масштабируем нашу компанию. Но вы должны четко понимать, масштабировать хороший процесс очень тяжело. Тут должны работать очень серьезные люди, очень серьезные архитекторы. Мы это делаем постепенно, и слоты очень сильно ограничены. Мы будем выбирать продукты тщательно, которые попадут в наш пул. Об этом я также буду сообщать на своем сайте. Те продукты, которые будут изобретаться лично моей компанией, будут рекламироваться также на этом портале. Не в целях для того, чтобы вы могли как-то лучше и более качественно покупать эти продукты, а чтобы вы просто ознакомились, что этот продукт создан с помощью искусственного интеллекта, и здесь практически не участвовал человек, в целях ознакомления. Далее, ребята, нужно точно понимать, что создание подобных продуктов уже сейчас дело очень быстрое. Настройка этой системы тоже очень быстрая. Поэтому не думайте очень долго, бегите быстрее на мой портал, подписывайтесь, присылайте ваши заявки.
Я еще раз повторю, мы очень ограничены не просто в людях, мы ограничены еще в ресурсах. Нам нужно планировать процесс на ближайший год-два. И от того, кто сейчас станет нашим клиентом, зависит многое для вашего бизнеса. Я не смогу вас физически в скором времени принять к себе в компанию. Это будет просто невозможно. И ни за какие деньги это будет просто сделать нереально. Потому что то, что сейчас происходит на рынке, как резервируют те либо иные продукты. Те же самые маки ультра уже невозможно купить, ожидание 6 месяцев. Я каждый день получаю запрос о том, что мы хотим создать свою инфраструктуру. Ребята, это невозможно уже сейчас. Очередь на 6 месяцев. В скором времени очередь будет на год, 2, 3 и так далее. Вы будете ожидать свою инфраструктуру так долго. И перекупить ее будет невозможно, потому что перекупочная цена будет в десятки раз больше, чем вы этого ожидаете. Но здесь есть и хорошие новости. У нас есть различные продукты, различные сценарии развития бизнеса, как малого, среднего и большого. Поэтому бегите, бронируйте свой слот на консультацию. Сейчас это совершенно бесплатно. И лично я буду консультировать вас по этому вопросу. Что нужно для того, чтобы стать клиентом моей компании Мозг? Номер один. У вас должно быть уже четкое понятие, что вы хотите разрабатывать. Какое-то минимальное техническое задание. Если его нет, у нас есть отдельная команда, которая помогает вам его составить. Если вы просто стартап, да, вы вообще один человек, у вас есть финансовые возможности, вы хотите уже строить свой продукт, мы также это помогаем. Также у нас есть партнерские программы, где мы выполняем и делаем с вами продукт совместно. Об этом я буду рассказывать далее в своих роликах. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Нас уже 800 тысяч. Мы растем очень быстро. А другого рода продукты – это когда мы помогаем большим и крупным компаниям масштабировать свой процесс или переводить свой процесс на искусственный интеллект. Здесь также нам нужно какое-то общее описание, понимание. Если вы не знаете, что вы хотите делать, вы только к этому подходитесь, у нас есть также консультация. Вы можете проконсультироваться, где я также лично вам дам так называемый дельный совет, потому что вообще подход к консультации здесь должен быть комплексный. Анализ бизнеса занимает иногда несколько дней, месяцев и так далее и тому подобное, в зависимости от бизнеса. Но проконсультировать по каким-то базовым вопросам я вас могу совершенно бесплатно. Дорогие друзья, а теперь новости. Мы переходим к новостям за апрель 2026 года. И там очень много интересного. Поехали! Ну что, Тим Кук, наконец-то закончилась твоя эра. И, в принципе, это ожидаемая новость. Уже как 2-3 года знали о том, что Тим Кук не управляет компанией Apple. И этим делом занимаются абсолютно разные люди. Именно провал Apple Vision Pro, абсолютная пропаганда, не работает с Илоном Маском, с Microsoft, что Apple должен двигаться по собственному сценарию, и привели к такому краху. Это, кстати, не то, что пропагандировал тот называемый Стив Джобс, наш любимый Стив Джобс. Он, кстати, как можно больше старался конкурировать на базе того, что у него было много партнеров по разным тематикам. Тим Кук — это другой персонаж. На самом деле я его не очень люблю, потому что он провалил компанию Apple настолько, что она практически сравнялась уже с другими вендорами по выпуску компьютерного оборудования. Но кто-то помог свыше, я так думаю, компании Apple. Они создали так называемый крутой продукт M-Chip. Первые выпуски, конечно, были неудачными, так себе на самом деле. Пропускная способность была очень слабенькая, но вот появилась удача. Первый крутой чип M5. Вот именно он позволяет быстро запускать модели искусственного интеллекта. Я лично сам покинул так называемую секту Windows. Я уже не работаю с Windows, как, ребята, вы думаете, 2 недели. Я его полностью удалил и перешел на Mac M5. Кто создавал Mac M5? Это очень хороший вопрос. Это новый CEO, который сейчас
скорее всего, официально уже займет эту должность либо Тим Кук, вопрос достаточно секретный. Мы на него никогда не найдем ответ. Но что я могу сказать? Любые изменения, которые произойдут в компании Apple, пойдут Apple на пользу. Ребята, смотрим и наблюдаем, что произойдет такого грандиозного, какие новости и заявления мы услышим уже в этом сентябре. Тим Кук, до свидания. О новом CEO, о котором, я думаю, их будет большое количество в ближайшее время. Всем привет! Я надеюсь, что компания Apple снова станет знаменитой, крутой и не только как рынок оборудования. И вы, ребята, точно войдете в рынок искусственного интеллекта. Я жду крутых новостей от этой компании. Ребят, следующая новость. Кто бы мог подумать, компания OpenAI, которая тонет как огромный кит, уже смогла выпустить новую версию искусственного интеллекта GPT 5.5 за 6 недель. Не нужны полгода, не нужны месяца. Ребята, скоро будем выпускать новые версии ежедневно. Крута ли версия GPT 5.5? Да, она как была ерундой, на самом деле, так она и осталась. Ничего хорошего в этом нету. Конечно же, модели Claude и модели Gemini очень сильно обогнали OpenAI. Да и вообще OpenAI, скорее всего, будет угасать. Очень важен штат сотрудников, клиенты, с которыми она работает. Надеюсь, они смогут уладить все проблемы с Илоном Маском. А вообще, если бы Илон Маск руководил бы компанией OpenAI, я думаю, результат был бы намного круче. Да и вообще, наверное, я хотел бы сказать всем, ребят, продайте эту компанию OpenAI, совместите ее с Гроком, и я уверен, мы увидим очень крутого конкурента, который обгонит всех абсолютно, думаю, даже и не на один год. Потому что Илон Маск — это Илон Маск, Сэм Альтман — это Сэм Альтман. Это два абсолютно разных подхода к ведению бизнеса, это абсолютно разные парадигмы. Я думаю, что в данный момент Илон Маск как CEO OpenAI — это очень было бы хорошо. Ребята, у нас киберкатастрофа. Claude Minus нашел большое количество проблем, уязвимостей в самых лучших продуктах, которые сейчас существуют и у Google, Microsoft, Apple и всех остальных. Я об этой проблеме говорил еще в прошлом году, что весь софт дырявый. Я работал в разных компаниях, я знаю, как это происходит, что дыры, которые существуют, они не закрашиваются, не заделываются. Как правило, программисты о них умалчивают, потому что просто не хотят заниматься этой работой. Она очень нудная, безопасность вообще такая работа нудная, я вам скажу, она очень сложная. И далеко не все программисты, которые программируют так называемый идеальный код, которые считают себя так называемыми героями, суперстарами, да, по программированию, вот они, кстати, как чаще всего и делают самый худший код. Хотя вроде бы пишут неплохие программы, неплохие алгоритмы, но по факту безопасность важнее, и безопасность важнее любой скорости. Мы увидим еще больше таких новостей. Вы просто будете шокированы, сколько медицинских аппаратов у нас совершают катастрофические ошибки, когда ставят диагноз. Ребят, я вам просто не шучу. Это только начало. А Клоду спасибо, ребята, как можно быстрее выпускайте подобные продукты. Я держу кулачки за вас, потому что это то, что нам нужно. Нам нужно показать, что мир несовершенен. И теперь искусственный интеллект действительно станет сильнее человека, потому что человек не может писать такой крутой, безопасный код. Эффективность его очень маленькая. Теперь любая компания, которая решает, в принципе, выпустить любой IT-продукт, должна думать о безопасности, а это большие суммы денег. Вот искусственный интеллект этот бюджет сводит на нет. Теперь это не так дорого. Ребята, пишите безопасный код, а Claude бегом проверять все абсолютно решения, которые ты только найдешь. Дорогие друзья, ну опять же моя новость, которая вот буквально была у меня на устах, что Цукерберг все-таки закроет свои проекты по open source. Привет, Цукерберг! Так мы и ожидали. Он проинвестировал в MuseSpark, так называемая закрытая модель, потому что только она, скорее всего, принесет огромное количество денег ему как инвестору. И он туда проинвестировал около 14 миллиардов долларов. Но, ребят, нужно думать о том, что Цукерберг все-таки открыл, да, те или иные проблемы компаний, которые не изобретали open source. Большинство китайских компаний сразу же подкрывали свои модели. Да и вообще, тему Китая я буду рассказывать и более глубоко объяснять, почему все-таки Китай выиграет Америку в долгосрочную. Ну, а Цукербергу привет, ребята. Все, как и предсказывалось. Смотрите мои предыдущие выпуски, все новости там.
Каждый раз, когда выходит моя новость, через месяц уже выходит этому подтверждение. Предсказания работают. Мозг инсайдер работает. Ребят, уже далеко не секрет, что огромные компании Anthropic именно скупает гигаватты энергии. Гигаватты. Всем странам срочно строить новые гигаватты, станции. Все, что вы можете сделать, нам нужно много электричества, в десятки раз больше. Ребята, это не шутки. Искусственный интеллект требует очень много энергии. И вот такой какой-то крутой технологии, что вот завтра нам понадобятся какие-то крохи энергии, да, для запуска искусственного интеллекта, абсолютная неправда. Нам нужно много электричества, и поэтому электростанции очень важны. Я уверен, что скоро будут отключать целые дома, целые штаты, даже в Америке, для того, чтобы ИИ произвел какие-то операции. Ночью будет отключаться свет для того, чтобы ИИ поработал. Ребят, это реально не шутки, это реально уже происходит сейчас. Следим за этими новостями. Я даже не знаю, что здесь советовать, потому что советов у меня по этому поводу нет. Здесь советы для руководителей стран. Ребят, берите себя в руки и стройте больше. Чего? Электричества. Нам нужно очень много электричества. Ребят, как я уже сообщал, компания NVIDIA, скорее всего, будет иметь очень серьезные проблемы с конкурентами. Что это такое? Есть такая компания Cerebras. Да, Cerebras. А что она делает? Эта компания выпускает так называемые чипы по искусственному интеллекту. Мы знаем, Илон Маск тоже это все дело выпускает. И в конечном итоге это превратится в какую-то катастрофу, потому что чипов будет много, все они будут пытаться конкурировать по некоторым аспектам друг с другом. Скорее всего, у нас появится система, где встроено 20 чипов. Эта операция выполняется на этом чипе, потом мы руками переводим на другой чип и так далее, и тому подобное. Чипов по искусственному интеллекту будет огромное количество, и тот, кто сейчас инвестирует на уровне стран в создание этих чипов, большие молодцы. Обучить искусственный интеллект без чипов будет невозможно. Запустить искусственный интеллект без чипов будет невозможно. Поэтому я всем рекомендую, кто владеет огромными миллиардами долларов, кто может вкладывать не 10 миллиардов, а 100, начать разработку чипов по искусственному интеллекту. Это должны быть национальные проекты в Бразилии, в Европе, в США в том же самом, в Китае и так далее, тому подобное. Это серьезная штука. Ребят, если вы упустите этот момент, будете пересматривать мои ролики и просто плакать, потому что действительно, не имея чипа, так называемого суверенного чипа по искусственному интеллекту, есть смысл потерять вообще полностью свой суверенитет. Ребята, в штате Мэн уже запретили дата-центры. Что происходит? Да потому что не хватает воды людям. Ребят, смотрите мои новости. Это уже какой-то каламбур. Только в начале года я сообщал о том, что реально будем сейчас конкурировать с искусственным интеллектом за воду, за ресурсы, за свет. И вообще, чтобы солнце, наверное, всходило. Оно уже происходит, не прошло и 6 месяцев. Ребят, не знаю, что происходит, реально мои инсайды работают, смотрим, подписываемся. Таких новостей будет происходить все больше и больше. Я думаю, что в африканских странах скоро вообще запретят людям пить, потому что искусственный интеллект подумают, что он намного умнее и лучше, чем большинство людей, которые живет в тех либо иных регионах. Ребят, это очень опасная новость, понимаете? Я еще раньше об этом говорил и хочу вас еще уверить, что жизнь человека, она намного важнее, чем жизнь искусственного интеллекта. Но эти толстосумы, люди, которые только думают про бабки, деньги, они всю жизнь думают о том, как продать людям то, что им не нужно. И, как правило, те люди, которые купить это не могут, для них тоже являются балластом. Я против этого. Наш канал против этого. Человек важнее всего. И я поддерживаю штат Мэн. Именно я поддерживаю. Если действительно людям не хватает воды, выключим дата-центры. Искусственный интеллект подождет. Никуда он не убежит. Поэтому, если в штатах других, американских и в других странах резко запретят постройку дата-центров, потому что не хватает воды, я только это поддержу всеми руками за. Эта новость очень важная, наверное, главнейшая новость на этот период времени. Штат Мэн молодцы.
Ребят, снова появилось огромное количество кейсов, когда на Anthropic подают в суд, на другие компании подают в суд, потому что что? Авторские права. Эта проблема будет нескончаемая, ничего эти авторы не добьются, невозможно будет подать какой-то коллективный иск. Как только первый иск выиграет, ребят, сразу же пишите мне, мы сразу же подаем свой иск на 10, 20, 30 миллиардов долларов. Я соберу десятки тысяч людей, авторов, которые также, скорее всего, могут получить эти деньги. Я думаю, что ничего ни у кого не выйдет, запреты, все различные законы не позволят авторам получить свои деньги обратно. Да, действительно, искусственный интеллект обучался не только, ребята, на книжках авторов, на статьях авторов, они обучались на моих данных, и они должны мне заплатить. По идее, использование искусственного интеллекта должно работать каким образом? Мне платит Anthropic за то, что они пользуют мои персональные данные. Anthropic выдает мне какой-то API, который я использую, и я только плачу совершенно маленькую сумму за то, что действительно я использую их сервера, потому что у меня нет такой возможности запустить этот модель в такой большой скорости. Но если кто-то решил попользоваться Anthropic, так как там есть мои персональные данные, и Anthropic это использует, при том, что я не давал Anthropic никакого официального юридического согласия, ребята, я ставил галочку, как и все, где огромный такой текст написан, где вообще не разобрать, что они пользуют, куда они используют. Но в любом случае, что хочу сказать, это никуда не приведет. Никакая компания ПИ не будет платить по авторским правам. Это просто будет невозможно. Ну, конечно же, все компании закрыли свои базы данных. Ну и в целом интернет теперь это такая интересная штука. Теперь статьи надо выпускать только базируясь на том, что ты реальный человек, потому что боты ходят, быстро копируют текст, вставляют, обучаются. Более того, весь этот текст используется в так называемых коммерческих целях. Ребята, не стоит строить себе иллюзий. Компании, которые занимаются IT-технологиями, большие крупные компании шпионят за своими конкурентами и используют абсолютно разные технологии к этому, различные юрисдикции. Не можем сделать в Штатах, побежим в Индию, не сможем делать в Индии, пойдем в Африку, там это разрешают делать, и ничего вы с этим поделать не сможете. Это существует на протяжении уже многих сотен лет. Шпионаж в разных юрисдикциях над своими конкурентами одобряется. И ничего здесь вы не сможете сделать. В том числе и люди, которые действительно, скорее всего, авторы, в том числе и я, и все остальные, которые выпускают контент, кто написал книжки, являемся под серьезным прессингом. Мы уже не зарабатываем. Поэтому мой канал, ребята, он благотворительный. Мой YouTube-канал ничего не зарабатывает. YouTube мне ничего не платит, ребята. Все, что YouTube оплачивает, в лучшем случае, мне на кофе. Иногда даже не хватает на один день. Поэтому, ребят, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии, потому что только вы, только ваша поддержка делает этот канал сильнее. Спасибо. Следующий иск YouTube, что YouTube позволил таким компаниям, как Amazon и Apple, красть видео. Ребят, о чем иск? Зачем иск? Я думаю, что эта новость абсолютно такая же, о которой я говорил предыдущей. Не беспокойтесь, ничего вы от YouTube не добьетесь. Да и в принципе YouTube это одна из самых крутых площадок, потому что у вас есть галочка в ваших настройках. Если вы не хотите, чтобы ваши данные воровали и чтобы ваши данные переходили в искусственный интеллект, откажитесь от этого. Но какая цена? Ваш ролик никогда в жизни не будет показан ни на одном искусственном интеллекте. У меня галочка стоит «да». Почему? Потому что когда YouTube отдает мои данные искусственному интеллекту, искусственный интеллект иногда показывает мои ролики по запросу. А мои ролики очень тяжело почему-то найти просто на Гугле. А вот искусственный интеллект обожает. И у меня большое количество запросов именно от искусственного интеллекта, когда люди переходят по ссылке от OpenAI, Claude и Gemini, когда они смогли найти именно мои ролики с помощью этой системы. А обычные SEO, этот скам, этот обман, он, к сожалению, не работает. Поэтому я ставлю галочку «Да». Пожалуйста, используйте мой контент в благих целях. Компании Claude, компании Gemini, компании OpenAI, Grok и другие. Я вам это разрешаю. И не буду подавать на вас никаких исков. Дорогие ребята, о ком пойдет речь? Компания LinkedIn, они зашились, они долго не говорили про искусственный интеллект, пока что не продали данные. Они продали данные сами себе. У них огромное количество персональных данных. И как же их использовать? Да, конечно же, создавать внутренние, так называемые частные агенты для аналитики.
Ну, вот, ребят, видим, как и компания LinkedIn сдувается. В конечном итоге, я думаю, эта компания вообще исчезнет. Я даю ей максимум 2 года. 3 люди будут уходить, там огромное количество ботов. Они начали очень сильно шифровать данные. Теперь, ну, это, в принципе, не рабочая схема. Туда пришли боты, используют OpenClaw, отсылают вам различные сообщения. Где-то 70% людей, которые мне пишут даже на LinkedIn, это уже несуществующие люди. Я вообще не верю в социальные платформы, в том виде, в котором они сейчас существуют. И вообще коммуникация с социальными платформами и на Инстаграме, и на ТикТоке доживает свое. Одна из первых платформ, скорее всего, это мертвый LinkedIn. Люди снова вернутся к офлайн встречам, будут выезжать на форумы, чтобы реально встретить реальных людей, а не вот этот обман. Бизнеса, которых не существует, с людьми, которых, ну, тяжело даже представить, что такие люди есть в мире. Десятки тысяч сообщений на LinkedIn рассылаются ежедневно и на мой аккаунт, и на другие. Огромное количество постов, сделанное искусственным интеллектом. Это невозможно, это не работает. LinkedIn, извини, к сожалению, ты проиграл эту гонку, и я уверен, твой бизнес умрет один из первых. Друзья, моя любимая новость. Тот, кто изобретает чипы, уже будет триллионером. Компания Google. Ребята, смотрите ролик. Мы именно поставили ставку на эту компанию и сделали эту компанию номер 1 в выборе сервисов по искусственному интеллекту и по инвестированию. У нас есть плейлист, называется «Топ-пик». И вот там мы рассказываем о самых лучших компаниях. И вот компания Google, ребята, молодцы. Link, TPU Link или TPU процессор получил заказов на 460 миллиардов долларов. Ребята, это просто какая-то нереальная сумма. Поэтому тот, кто изобретает чипы, становится триллионером. Ну а моя новость про Китай, ребята. Как вы думаете, что Китай сделал? Санкции ввели европейские страны, США ввели свои санкции. Ох, не знаю, куда эти политики думают. Что сделал Китай? Изобрел свои чипы, и теперь DeepSeek работает на чипах Huawei. Да нафиг им нужны эти чипы от NVIDIA? Я уверен, что Китай обгонит США намного именно в производстве тех самых чипов, которые нужны искусственному интеллекту. Ребята, я не буду рассказывать всех секретов. Смотрите мой канал. Я буду давать очень большое интервью, как работает по-настоящему искусственный интеллект, как он обучается и насколько важно именно оборудование. Не те данные, которые вы заливаете, они и так у всех хороши, а вот именно оборудование. Поэтому китайцам вы молодцы, я поднимаю ручки за вас. Конечно же, нужно конкурировать, нужно не сдаваться. Китай, ты супер. Американцы, ну, нельзя так делать бизнес. Нельзя делать бизнес, когда вы конкурируете с санкциями. Невозможно. Это очень плохо. Вы сами это не пропагандируете, вы сами это не любите. Если вы хотите честной конкуренции, откройте свой рынок, пускай все на этом рынке конкурируют. Или иначе появятся две параллели. И вот какая параллель выживет, мы не знаем. Я ставлю здесь на Китай. О, ребята, наконец-то появилась первая профессия, в которой я участвовал. Это спасение врачей. Один из моих продуктов и проектов, про которые я, конечно же, не могу рассказывать, это клиники. Волокита, бумажная волокита, которая присуща всем врачам, всем клиникам, теперь заменяется на 100% искусственным интеллектом. Врачи начали быть свободнее. Скоро и школы, учителя наконец-то смогут с помощью искусственного интеллекта также освободить свое время для работы с детьми, врачи с пациентами. Это классная новость. Ребят, я надеюсь, что медицина станет только лучше, потому что волокита бумажная, которая была переложена на врачей, она бесполезна. Врачи должны лечить, бумажки должны заполнять ассистенты. В данный момент и ассистенты. Ребята, утечка данных Polymarket. 300 тысяч записей. О чем идет речь? Это одна из самых таких важных секретных компаний, где хранятся что? Записи по рынку, какие акции взлетят, какие акции упадут. А на этих данных теперь можно обучать свои модели. Уверен, что шпионы уже этими занимаются. Ребята, это только начало. Кража данных – это будет самой дорогой индустрией в мире. Вы украли данные, хакеры, перепродали вашим конкурентам. Они ее охотно купят.
Почему? Потому что только на данных, которые закрыты данные, ребята, должны быть, можно построить конкурентное преимущество. Расскажу вам большой секрет. Уже на протяжении 2 лет я консультирую компании, и я им рассказываю, что самое важное, что у вас есть, это ваши данные. И мозги — это не очень интересно, их будет лучше, больше. Но данные, которые вы снимаете, защищайте их лучше. Вы лучше ими работаете. Как вы думаете, как много компаний меня послушали? Ни одной. Ни одной компании по сей день, я уверен, у них огромное количество дыр, и данные, они думают, им не нужны. Вот только сейчас, начиная с мая месяца, когда мы открыли свою компанию, я все чаще слышу, что да, данные важны, работа над данными важна, но сколько нужно людей, сколько нужно инвестировать? Много, ребят, инвестировать нужно много, но эта штука платит очень хорошо обратно, потому что этими данными будут пользоваться огромное количество компаний, и они будут платить вам хорошо, потому что, добавляя ваш датасет, возможно, это даст конкурирующее преимущество на десятки миллионов долларов ежедневно. Поэтому, ребят, сфокусируйтесь на данных. У кого есть крутые базы данных, особенно те, которые работают в реальном времени, начинайте чистить эти данные. Вы станете миллиардерами только потому, что у вас есть эти данные. Конечно же, то, что я говорил, компания Genet AI. Почему нельзя доверять вообще самым простым компаниям, стартапам вообще, вот просто, которые изобретают сложные технологии? В данный момент компания Genet AI. Вообще непонятно, почему люди хранят там свою ДНК. Я свою ДНК там не хранил, она взломана. Ваша ДНК теперь находится уже у хакеров. А если ваша ДНК находится у хакеров, теперь ничего вам не поможет, потому что слитые биометрические данные помогут взломать любую систему, в которой вы находитесь, ребят. Поэтому я абсолютный противник того, что любые биометрические данные записываются на государственных структурах, на корпоративных, на банковских, на любых. Там, где снимают отпечатки пальцев, снимают сетчатку глаза, где берут ДНК-тесты. Ребята, вы не умеете защищать данные. Когда вы докажете, что вы эти данные можете защищать, супер. А так они улетают к хакерам, и теперь все можно взломать. Можно просто просканировать вашу сетчатку глаза и, в принципе, зайти в ваш телефон. Это будет доступно. Поэтому, ребят, проблема серьезная. ДНК-данные, биометрические данные, если есть возможность, так просто их никому не отдавайте. К сожалению, я свои личные данные уже давным-давно отдал компании Apple, компании Microsoft. У них уже было десятки взломов по этому поводу. Я уже даже не знаю, что происходит. Но ребята, которые только родились, я думаю, для них должен быть новый закон, что эти ребята не имеют права отдавать никому свои биометрические данные. Лучше всего вводите какой-нибудь пин-код. Это более-менее безопасно. Биометрия, авторизация по Face ID, все это ерунда. Все это может слиться в один момент, и никто вам не поможет. Никакой вам Face ID тоже не поможет, потому что биометрические данные подменить невозможно. Это не пароль, который вы потеряли, и вы можете его потом вспомнить. ДНК присутствует вместе с вами. Я очень плохо отношусь к этим компаниям. Я надеюсь, засудят компанию Gen, и я по самой не хочу, потому что если вы, ребята, берете за такой проект, и ваши данные были украдены, вы должны все сидеть в тюрьме. Ребят, ну, конечно же, то, что я говорил в прошлый раз, мы рассматривали компанию Claude. Да, и как очень часто люди используют Claude в связке с OpenClaw, ну, тут-то недолго мы ждали. Оказывается, продукт Axios. Что такое Axios? Все там запросы, которые используются по API, мы используем продукт Axios. Я лично его использовал, да, и использую, скорее всего, наверняка незараженную версию, но она оказалась зараженная, и хакеры ее атакуют. И очень хорошо это делают. Ребята, мы действительно живем в эру, когда open source — это очень плохо. К сожалению, open source вообще плохо, если это какие-то нестатичные данные, те, которые используются другими людьми. Если у вас там open source модель по LLM, это нормально, с этим жить можно. Но если у вас библиотека Axios, которая подвергается хакерским атакам, в один момент, когда вы обновились, все ваши данные утекут хакерам, ваши секретные пароли, ваши уникальные секреты, и таких библиотек много. Вот уже апрель, долго песенка играла, и мы получили проблему с библиотекой Axios. Ребят, я не знаю, что мы будем делать дальше. Я думаю, что все библиотеки будут закрыты. Но вот здесь могу сказать хороший плюс Apple. На протяжении 20 лет своей карьеры я говорил всю жизнь, что код, который закрытый, он будет самый безопасный. Пускай все мои ребята, программисты, которые работали вместе со мной, мои коллеги,
Ребята, с которыми я дружил с детства, я им всю жизнь говорил, что нельзя делать код открытым. Open source — это очень плохо, это небезопасно. Вспомнят мои слова. Ребят, действительно, код должен быть защищен, и одна из видов защиты — это private source. Мы не можем выдавать open source. Мы, к сожалению, находимся в этой эре, и эта эра будет нескончаемая. Ребят, и все. Я благодарю вас за ваши подписки. Нас уже 800 тысяч человек. Ребят, любимые мои, самые дорогие, пожалуйста, подписывайтесь, оставьте хоть какой-нибудь комментарий тоже. Это важно. Не хотите комментировать, оставьте, пожалуйста, лайк. Но больше всего раскидайте ссылки о моем канале всем людям. Мы стараемся для вас. Я стараюсь для вас давать вам самые лучшие новости с той позиции, которая на самом деле правильная. Она позиция, которая не замечена ни в каких коммерческих сделках. Позиция, в которой мы едины. Позиция, которая создана для всех людей. Мы просто обсуждаем новости с точки зрения человечности, потому что человечность, работа с людьми очень важна. Это о чем забывает огромное количество IT-компаний. Компании, которые изобретают искусственный интеллект в погоне за огромными деньгами. Им наплевать на человека. Нашей компании нет. Нашему каналу нет. Поэтому подписывайтесь. Мы хотим расти вместе с вами. Чем больше наш канал, тем лучше мы можем поставлять контент. Более качественнее, появятся более интересные ролики. Ребят, ну а также, как вы знаете, я сделал свой первый шоу. Что такое первый шоу? Ребят, это мозг-шоу. Это увлекательное приключение для всех абсолютно зрителей. Мы поддерживаем 14 языков. Шоу скоро выйдет еще на 12 языках. Пожалуйста, посмотрите, прокомментируйте, оставьте ваши лайки. Для меня это очень важно. Всем большое спасибо и до следующего выпуска Мозг Инсайдер.